Представьте себе, как несколько десятилетий назад группа ныряльщиков, исследующих обломки корабля у берегов греческого острова Антикитера, обнаружила нечто настолько удивительное, что это поставило на уши всю археологическую общественность. Это было в начале 20 века, в 1902 году, когда простейший механизм, казалось бы, абсолютно незначительный, начал проливать свет на невероятные знания, которые обладали древние цивилизации. То, что на первый взгляд выглядело как просто кучка обломков, оказалось сложнейшим прибором, известным как механизм Антикитеры. Как могла античная цивилизация создать такой сложный механизм за много веков до появления современной инженерии? Ведь это небольшое устройство имеет размеры чуть больше обувной коробки и напоминает нечто среднее между часовым механизмом и древним компьютером. Он состоит из десятков бронзовых шестеренок и колесиков, каждая из которых выполнена с невероятной точностью. На его поверхности можно найти гравировки, которые, как полагают ученые, связаны с астрономическими явлениями. Более того, механизм Антикитеры способен предсказывать движение небесных тел с невероятной точностью. Открытие этого устройства позволило переосмыслить то, насколько древние греки были продвинутыми в области астрономии и механики. С помощью этого прибора они могли следить за движениями планет, предсказывать затмения и даже вычислять даты определенных спортивных игр, например, Олимпиад. Все эти данные говорят о поразительной технической изощренности, которой обладали древние инженеры, использующие только примитивные инструменты по современным меркам. Удивительно, что детали этого механизма были настолько изношены морской водой и временем, что лишь современные технологии позволили ученым восстановить его первоначальный вид и назначение. Использование рентгеновских лучей и других методов позволило воссоздать трехмерную модель механизма и изучить его изнутри, открывая все новые и новые тайны о его функции и конструкции. Исследования показали, что механизм Антикитеры мог быть использован для моделирования солнечного и лунного календарей, а также для изучения зодиакальных созвездий. Он также мог показывать фазы Луны и даже следить за положением Юпитера и Сатурна. Невероятно, что этот артефакт, которому более 2000 лет, способен выполнять такие функции. Вопросы, которые вызывает этот артефакт, не имеют однозначных ответов. Почему такие технологии не были развиты в дальнейшем на протяжении столетий? Какие еще нераскрытые тайны скрывает в себе это изобретение, и каков был его истинный масштаб использования в древности? Это поистине удивительная загадка, которая продолжает восхищать и интриговать ученых по всему миру. Но если вас поразило то, на что способны были античные инженеры, то следующая находка заставит еще больше сомневаться в том, что мы знаем о возможностях наших предков. Это не просто текст, это сокровище, способное перевернуть взгляд на историю. В середине 20 века, в 1965 году, археологи, проводившие раскопки в Израиле, наткнулись на удивительную находку – свинцовый свиток, тщательно спрятанный в одной из пещер Кумрана. Эта древняя тайна оказалась настолько ошеломляющей, что на протяжении десятилетий продолжала поражать умы ученых и библеистов. Свиток, датируемый первым тысячелетием до нашей эры, написан на свинцовых пластинах и представляет собой некий загадочный текст, который ставит вопросы даже перед самыми опытными исследователями. Сначала свиток казался просто еще одной археологической находкой, но вскоре стало ясно, что его содержание несет в себе нечто гораздо более значительное. Каждая строчка, выгравированная на этих пластинах, тщательно спрятанная от посторонних глаз, открывает перед нами завесу тайной истории древнего Израиля. Это текст, который не просто рассказывает о прошлом, но и ставит под сомнение привычное понимание религиозных и исторических фактов. Что же такого необычного в этих загадочных текстах? По словам экспертов, свиток содержит информацию, которая может пролить свет на сокрытые аспекты библейской истории. Некоторые даже утверждают, что он может содержать упоминания о местах расположения давно забытых сокровищ. Однако свиток настолько непонятен и загадочен, что его истинное значение до сих пор остается предметом ожесточенных дебатов. Переводчики и специалисты, работавшие над расшифровкой свитка, столкнулись с множеством трудностей. Текст написан на древнем иврите с элементами арамейского языка, и сложность его расшифровки заключается не только в редких словах и конструкциях, но и в физическом состоянии материала. Свинец со временем подвергся коррозии, и каждая попытка его раскрутки или пересчета может грозить разрушением этого уникального артефакта. Интересно, что попытки расшифровки привели к нескольким теориям и гипотезам. Одни исследователи считают, что свиток представляет собой нечто вроде древнего путеводителя по местам сокровищ, в то время как другие предполагают, что это своего рода таинственный религиозный текст, связанный с учениями секты ессеев, обитающих в Кумране. Какой бы ни была истина, эта находка продолжает подогревать интерес к загадкам древнего мира. Свинцовый свиток с его уникальной историей – это не просто артефакт, это доказательство того, что даже тысячелетия спустя у древнего мира все еще есть секреты, которые ждут своих разгадок. Он вдохновляет и одновременно ставит под сомнение наши представления о способностях древних цивилизаций к записи и сохранению информации.
Премии и технологии могут помочь в раскрытии всех тайн, но пока этот загадочный кусочек истории остается одной из величайших неразгаданных тайн. Казалось бы, свиток уже сам по себе является достаточно интригующей находкой, но история о загадках древних артефактов на этом не заканчивается. Ждет нечто еще более грандиозное. Массивные, мистические и совершенно непонятные сооружения, которые бросают вызов всем известным фактам о строительных навыках наших предков. В густых джунглях Коста-Рики скрываются необычные структуры, которые до сих пор вызывают множество споров и вопросов. Это гигантские каменные шары, разбросанные по всей стране. С момента их открытия в первой половине 20 века они озадачили ученых и археологов своей загадочной природой и неизвестным предназначением. Эти шары, некоторые из которых достигают в диаметре почти 10 футов, были обнаружены в самых неожиданных местах, включая горы и леса, и их идеально круглые формы представляют собой удивительное инженерное достижение для древних людей. Кто же создал эти шары и с какой целью? Некоторые теории предполагают, что они имели астрономическое предназначение, служили для навигации или даже использовались в ритуальных целях. Интересно то, что шары сделаны из грандиорита, материала, который не так уж и просто обрабатывать. Это требует значительных усилий и навыков. Многие из них впоследствии были перемещены на большие расстояния, что также не оставляет сомнений в том, что древние мастера обладали знаниями и технологиями, превосходящими наши представления о их возможностях. Эти каменные объекты стали жертвой множества спекуляций. Некоторые исследователи даже предполагали, что они были созданы внеземными цивилизациями из-за их необычной симметрии и невероятной точности в исполнении. Хотя такие теории вызывают много интереса, большинство ученых сходятся во мнении, что это творение древних местных племен. Однако отсутствие письменных свидетельств или прямых указаний на их использование делает эти шары одним из самых загадочных археологических артефактов. Интересно, что при попытке их изучать, многие из шаров были повреждены или уничтожены в процессе транспортировки и исследования. Это затруднило анализ и понимание их первоначальной функции. Некоторые из них были взорваны в надежде, что внутри могут быть сокрыты ценные артефакты или сокровища. Однако такие попытки не принесли ощутимых результатов, кроме разочарования и сожаления об уничтожении уникальных исторических реликвий. Существует версия, что шары могли быть символами власти и силы, установленными для обозначения границ влияния племен или как часть какого-то большого комплекса сооружений, который не сохранился до наших дней. Но в любом случае их истинное предназначение остается неразгаданной тайной. Современные технологии и методики исследований постепенно помогают ученым воссоздавать историю и масштабность использования этих загадочных объектов. Использование дронов, лазерного сканирования и других инновационных подходов открывает новые перспективы в изучении этих артефактов, и, возможно, со временем мы сможем лучше понять их значение. Факт остается фактом. Гигантские каменные шары Коста-Рики продолжают вдохновлять энтузиастов по всему миру. Их загадочная природа и история делают их неотъемлемой частью культурного наследия Коста-Рики и всего мира. Несмотря на то, что пока мы только приблизились к разгадке их тайны, эти шары представляют собой яркий пример того, насколько удивительным и сложным может быть наше прошлое. Вопросы, которые они вызывают, продолжают вдохновлять новых поколений исследователей на поиски ответов. И кто знает, возможно, в будущем мы узнаем истинное предназначение этих загадочных сооружений. Однако, если вас поразила тайна каменных шаров, то следующая история также заставит вас задуматься о возможностях наших предков. Пещера и ее необычные картины ведут нас в самый центр доисторических времен, где скрываются невероятные сведения о древних художниках, оставивших свои следы на стенах. Представьте себе, что вы находитесь в темной и холодной пещере, освещенной лишь слабым светом вашей фонарика. Вокруг слышно только эхо ваших шагов. Таково было начало пути для группы подростков, которые случайно наткнулись на пещеру Ласкоа в середине 20 века, в 1940 году, в юго-западной Франции. Поразительно, что это открытие было сделано абсолютно случайно во время обычной прогулки, и вскоре оказалось, что это не просто пещера, а портал в прошлое, способный изменить наше понимание доисторического искусства. Когда археологи начали исследовать эту находку, они обнаружили на стенах пещеры более 600 изображений животных, таких как бизоны, лошади и олени. Эти рисунки, созданные около 17 тысяч лет назад, поражают своей точностью и детализацией. Удивительно, что древние художники, используя примитивные инструменты и природные пигменты, смогли передать движения и эмоции животных с такой живостью. Но что же заставляло людей того времени погружаться в темные глубины пещеры и создавать такие сложные произведения искусства? Какие мотивы ими двигали? Одни исследователи считают, что это было связано с ритуальными практиками, предназначенными для охоты или духовных церемоний. Другие предполагают, что изображения могли служить своего рода историческим архивом, фиксируя важные события и достижения тех времен. Каждая из этих гипотез открывает новые грани загадок, которые окружают пещеру Ласко.
Эти произведения искусства поразительно хорошо сохранились, несмотря на тысячи лет, прошедшие с момента их создания. И все же, как ни парадоксально, именно человеческое вмешательство начало угрожать целостности этой уникальной галереи. После открытия пещера привлекла огромное количество посетителей, и скоро начали проявляться первые признаки повреждений из-за изменения микроклимата и роста плесени на рисунках. В начале 70-х годов 20 века власти решили закрыть пещеру для широкой публики, чтобы сохранить этот уникальный объект для будущих поколений. Для тех, кто хочет увидеть эти загадочные рисунки, была создана точная копия пещеры – Ласка II. Она позволяет посетителям погрузиться в атмосферу доисторического искусства, не подвергая при этом опасности оригинальные изображения. Эта реплика открывает доступ к богатству культурного наследия не только для ученых и археологов, но и для всех, кто интересуется историей и искусством. Однако загадки пещеры Ласка не заканчиваются на ее рисунках. Археологи продолжают находить в пещере новые артефакты, такие как каменные орудия и остатки костров, которые могли использоваться древними людьми при создании своих произведений. Это наталкивает на мысль о том, что пещера могла служить и другим целям, возможно, быть местом собраний или убежищем во время суровых климатических условий. Каждая новая находка добавляет еще один штрих в картину жизни доисторических людей, показывая, что они были куда более развитыми и организованными, чем можно было бы предположить. Их художественные достижения вдохновляют и заставляют задаваться вопросами о том, какие еще загадки может скрывать наше прошлое. Вслед за пещерой Ласко нас ждет еще одно невероятное открытие. Впереди путешествие в самое сердце древнего Китая, где под землей покоится армия, созданная, чтобы охранять своего императора в загробной жизни. Впечатляющее зрелище, которое не оставляет равнодушным никого, кто сталкивается с этими умопомрачительными артефактами. В пустынных областях Китая, близ города Сиань, скрывается один из самых величественных и захватывающих археологических памятников всех времен – терракотовая армия. Это открытие произошло в середине 70-х годов 20 века, когда местные фермеры копали колодец и наткнулись на обломки древних воинов. Однако это была лишь верхушка айсберга. Под слоем земли скрывалась целая армия, созданная более 2000 лет назад для охраны вечного покоя первого китайского императора Цинь Шихуанди. Терракотовая армия включает в себя тысячи фигур, каждая из которых уникальна и тщательно проработана. Среди них воины, лошади, колесницы, лучники и даже высокопоставленные офицеры. Все они сделаны из обожженной глины и поражают своей реалистичностью. У каждой из фигур свои черты лица, одежда и даже прически, что свидетельствует о невероятной преданности древних мастеров своему делу. Этот проект по производству армии был настолько масштабным, что потребовал труда тысяч рабочих и мастеров на протяжении многих лет. Зачем же императору понадобилась такая армия после смерти? Историки полагают, что для Цинь Шихуанди это было не просто символом силы и власти, но и необходимой защитой в загробной жизни. Вера в загробное существование и необходимость иметь при себе армию для защиты и служения отражает глубокую духовность и культуру того времени. Этот погребальный ансамбль стал наглядным примером величия и амбиций династии Цинь, став одной из величайших археологических находок века. Однако расположение и масштабы терракотовой армии вызывают множество вопросов. Как и зачем под землей оказалось такое грандиозное сооружение? Почему оно оказалось забытым на протяжении столетий? Эти вопросы все еще остаются предметом ожесточенных дебатов среди ученых. Более того, многие части комплекса до сих пор не исследованы из-за технологических и этических соображений. Рядом с армией был обнаружен огромный курган, под которым, как полагают, находится гробница самого императора. Однако гробница все еще остается закрытой, так как современные технологии не могут гарантировать безопасное вскрытие, не повредив при этом уникальные артефакты. Интересен и факт, что большинство фигур изначально были окрашены в яркие цвета, но под воздействием времени и условий окружающей среды краска со временем утратила свою яркость. Современные реставраторы стараются воссоздать первоначальный облик воинов, используя новые методы для сохранения и восстановления красок. Это показывает, что, несмотря на прошедшие тысячелетия, древние технологии были гораздо более развитыми, чем можно было предположить. Терракотовая армия императора Цинь Шихуанди продолжает оставаться объектом огромного интереса как среди ученых, так и среди всех, кто интересуется историей. Этот удивительный памятник древнего искусства и мастерства доказывает, что даже через тысячелетия мы все еще можем учиться и вдохновляться достижениями наших предков, задаваясь вопросами о том, какие еще тайны может скрывать в себе наше прошлое. Каждое новое открытие ведет нас на шаг ближе к пониманию этой загадочной цивилизации и ее колоссальных амбиций. На первый взгляд, карта Пири-Рейса может показаться просто очередной реликвией прошлого, но взглянув на нее повнимательнее, понимаешь, что перед тобой нечто необъяснимое и удивительное. Она была обнаружена в начале 20 века, в 1929 году, в столице Османской империи, Стамбуле. Карта датируется первой четвертью XVI века и принадлежала знаменитому османскому адмиралу и картографу Пири-Рейсу.
Но что делает эту карту такой уникальной и загадочной? На ней изображены контуры Южной Америки и части Атлантического побережья Африки с импонирующей точностью. Но самый удивительный фрагмент карты — это изображение Антарктиды. Однако на карте она показана не в том виде, в каком ее открыли полярные экспедиции, а как будто без ледового покрова. Это стало причиной для бурных споров среди историков и картографов. Как Пири Рейс смог нанести на карту контуры материков, которые по всем современным данным были покрыты льдами на протяжении сотен тысяч лет? Одни считают, что карта основана на древних источниках, возможно, утраченных собраниях карт Александрийской библиотеки. Другие уверены, что она является результатом передачи знаний через поколения. Присутствие деталей, которые нашим предкам не могли быть известны, породило множество теорий, включая и самые экзотические, о контакте с внеземными цивилизациями или обладателями давно утерянных знаний. Карта была составлена с использованием проекции, очень схожей с современной цилиндрической, что удивительно для того времени. Она содержит детальные описания побережий, рек и даже горных хребтов. Ошибки и неточности некоторых частей карты объясняют возможными ошибками копирования или интерпретации. Тем не менее, в целом, карта наводит на размышления о возможных путешествиях и открытиях задолго до эпохи великих географических открытий. Но как карта Пири Рейса могла оказаться в руке османского адмирала? Вероятно, она была составлена на основе более древних карт, которые могли быть утеряны в последующих веках. Сама карта оказалась всего лишь небольшим фрагментом более обширного собрания географических документов, что еще больше усугубляет тайну. Интересно и то, что карта нарекла на себя внимание благодаря ее примечательному художественному оформлению, изображениям экзотических животных, кораблей и мифических существ, таких как морские змеи и гигантские рыбы. Это добавляет еще один элемент загадки. Был ли это просто художественный замысел или все-таки отражение видения мира того времени? Вопросы, которые вызывает карта Пири Рейса, продолжают волновать умы как профессионалов, так и любителей истории. Даже при наличии современных технологий и методов исследования многие аспекты этой карты остаются необъясненными. Она символизирует собой границу между известным и неизвестным, точными науками и мистикой, а также открывает перед нами новые горизонты для исследований и гипотез. Карта Пири Рейса напоминает нам о том, что даже самые простые, на первый взгляд, артефакты могут скрывать в себе величайшие загадки. Она вдохновляет ученых продолжать искать ответы, проливая свет на историю нашего мира. И кто знает, возможно, однажды мы сможем разобраться, как 1000 лет назад ее создатели смогли увидеть мир так, как мы сейчас начинаем его понимать. Эта карта — еще одно доказательство того, что прошлое таит в себе еще множество тайн, ждущих своего часа, чтобы быть раскрытыми. Один из таких свидетелей рассказал, что в момент появления состава почувствовал, как воздух стал немного плотнее, сопровождаясь легким ароматом озона. Это ощущение прошло, когда поезд полностью вышел из тумана, как будто задержав дыхание целой деревушки. Кто-то уверен, что это должно быть связано с тем, как поезд вернулся из прошлого. Несмотря на то, что прошло не так уж много времени с момента возвращения поезда, внимание к случившемуся со стороны свидетелей не угасает. Жители деревушки часто собираются, чтобы обсудить произошедшее и пересказать свои истории вновь и вновь. Особенно долгими вечерами, когда тишина накрывает городок, они вспоминают о том, как поезд из другого времени вновь оказался на их рельсах. По мере распространения сведений о загадочном возвращении поезда, местные жители продолжают обсуждать эту невероятную историю. Появились слухи и домыслы о том, каким образом поезд оказался в их мире. Что же заставило его исчезнуть более века назад и как он вернулся, остается неизвестным. Но одно ясно. Эти свидетельства делают это явление еще более удивительным и загадочным, погружая нас в мир, где возможно все. Возвращение таинственного поезда из многолетнего небытия стало настоящей сенсацией и вызвало бурю обсуждений в научных кругах. Появление поезда, исчезнувшего более 100 лет назад, стало не только мистическим феноменом, но и открывало перед наукой новые горизонты и возможности для понимания временных аномалий и парадоксов. Никто не ожидал, что обыденный железнодорожный состав, который вписался в историю благодаря своему исчезновению, станет ключом к изучению гораздо более глубоких процессов, касающихся времени и пространства. Сразу после возвращения поезда ученые со всего мира устремились в небольшой итальянский городок, чтобы на месте попытаться понять, как могло произойти такое невероятное событие. Исследователи из самых разных областей науки, от физики до психологии, начали свои эксперименты, чтобы разобраться в том, что скрывает эта таинственная история. Вопрос о том, как поезд мог путешествовать во времени, стал основной темой исследований. Ученые предположили, что состав мог попасть в своего рода временной пузырь, явление, которое позволило поезду и его пассажирам избежать обычных процессов старения. Были изучены многие гипотезы, включая возможность взаимодействия с параллельными мирами или невидимыми порталом времени.
Каждая из этих гипотез подкреплялась теоретическими моделями, которые старались объяснить временные парадоксы. Одни исследователи предполагали, что поезд мог попасть в некую временную аномалию, где линейное течение времени было нарушено. Другие строили теории о существовании скрытых пространственно-временных кривых, взаимодействие с которыми могло привести к такому удивительному эффекту. Одним из наиболее обсуждаемых аспектов было изучение физических и медицинских показателей пассажиров, которые показали, что ни один из них не постарел за время своего отсутствия. Анализы подтвердили, что их физическое состояние соответствует уровню людей 20 века, даже несмотря на то, что они якобы провели более века в ином измерении времени. Это открытие предлагало ученым уникальную возможность изучить природу времени и пространственных искажений. Кроме того, свидетельства пассажиров поезда, их рассказы о таинственном тумане и ощущении зависания между мирами привлекли внимание исследователей парапсихологии и квантовой механики. Некоторые из них предположили, что поезд мог пересечь так называемый квантовый мост, феномен, когда временные линии пересекаются и создают эффект путешествия во времени. Эти теории, хоть и звучали фантастически, все же предлагали новое поле для изучения. По мере того, как исследований и теорий становилось все больше, научное сообщество все чаще поднимало вопросы о природе времени и о том, какие еще загадки скрываются в недрах истории. Само существование временных аномалий, по мнению ряда ученых, могло бы повлиять на наше понимание времени как линейного процесса. Некоторые ученые даже предложили, что это событие может быть началом новой эры в изучении пространственно-временных перемещений, открывая двери к возможному путешествию во времени. Открытия, полученные в результате изучения этого феномена, оказали колоссальное влияние на науку и стали катализатором для новых исследований в области квантовой физики, физики высоких энергий и других наук. Ученые начали пересматривать свои взгляды на взаимосвязь между пространством, временем и материей, пытаясь дать новое объяснение миру, в котором мы живем. Влияние этой истории на науку невозможно было переоценить. Она вдохновила энтузиастов и исследователей на целые направления в изучении временных парадоксов и пространства. Но загадка, связанная с таинственным появлением поезда и его пассажиров, все еще остается предметом активного изучения и дискуссий. Возможно, дальнейшие открытия только укрепят нашу веру в то, что наука способна объяснить даже самые невероятные явления. Однако, как и в случае с любой загадкой, каждая новая разгадка только порождает новые вопросы, и тайна этого волшебного поезда может стать лишь началом увлекательного пути к пониманию глубинных законов мироздания. Когда поезд, исчезнувший более века назад, вновь появился на железнодорожных путях, это вызвало не только бурю в общественности, но и массовый интерес исследователей. Эксперты со всего мира прибыли в итальянский городок, чтобы изучить аномалию, которая могла повлиять на их понимание времени и пространства. Это событие представляло собой уникальную возможность для ученых, поскольку предлагало прямые данные для изучения временных аномалий. Команда международных экспертов, состоящая из физиков, историков, инженеров и других специалистов, быстро приступила к расследованию. Сначала они тщательно осмотрели поезд, чтобы выяснить, что происходило с ним на протяжении более чем сотни лет. Удивительным было то, что состояние вагона и его механизмов оставалось практически нетронутым. Не было ни следов коррозии, ни других признаков естественного старения, что добавляло еще больше загадки к этому феномену. Инженеры, проведя экспертизу, пришли к выводу, что поезд будто бы застыл в времени, не подвергшись испытаниям природы. Следующим шагом стала работа с пассажирами поезда. Медики и физики вместе изучали их состояние, чтобы понять, как за такой длительный период они не изменились. Все данные говорили о том, что организм каждого из них оставался в состоянии начала 20 века. Причем ни один из путешественников не проявлял признаков старения. Для науки это был настоящий вызов выяснить, каким образом время могло остановиться для этих людей. Пассажиры рассказывали о своих ощущениях и видениях на протяжении всего путешествия. Они были в состоянии описать, как поезд вошел в туннель, и потом все было окутано странным туманом, который будто бы забрал их в другое измерение. Эти воспоминания дали почву для новых теорий и гипотез. Исследователи записывали каждое слово, чтобы построить как можно более полную картину происшедшего. Изучив маршрут поезда и проконсультировавшись с современными картами, эксперты пришли к выводу, что туннель, где исчез поезд, действительно мог скрывать в себе какие-то особые свойства. Геологи и физики предположили, что под землей могло существовать некое явление, способное искажать время и пространство. Такие гипотезы заставили ученых задуматься о возможных пространственно-временных аномалиях, которые могли бы объяснить загадочное исчезновение поезда. Также были проведены эксперименты с целью поиска аналогичных феноменов в других частях мира. Используя данные, полученные в Италии, ученые начали искать похожие случаи временных аномалий. Отдельные группы исследователей предположили, что это может быть связано с определенными природными условиями, которые смогли создать такие условия, что время для некоторых объектов может пойти по иному пути.
Пока расследование продолжалось, внимание ученых было сосредоточено на изучении самих временных парадоксов, которые возникли в результате этого происшествия. Ученые из разных областей начали осознавать, что даже самые невероятные гипотезы имеют право на существование. Многие из них начали разрабатывать математические модели, которые могли бы объяснить, как и почему поезд и его пассажиры избежали старения и почему он исчез на столь долгий срок. Такие модели могли не только пролить свет на природу времени, но и открыть новые горизонты в изучении физических законов. Хотя эксперты покинули городок, работа над разгадкой продолжается. Различные лаборатории и исследовательские институты получили образцы и данные для проведения длительных исследований. Эта аномалия оказалась настолько интересной, что предложила совершенно новый взгляд на время и пространство. Возможные открытия могли бы изменить представление человечества о природе времени и, возможно, когда-нибудь приведут к созданию технологий, которые позволят будущим поколениям управлять временем. Тем временем, загадка, которую представляет поезд, все еще пленяет ученых, их умы заняты поиском ответов. Возвращение этого состава и его пассажиров внесло сумятицу в научное сообщество, став источником как вдохновения, так и множества вопросов. Пусть и не все они найдут свои ответы, но одним можно быть уверенным. Эта история еще долго будет оставаться предметом активных исследований и обсуждений. В конце концов, каждая разгадка способна привести человечество на шаг ближе к пониманию мира, который нас окружает. Спустя несколько лет после возвращения таинственного поезда пристального внимания удостоилась и судьба его пассажиров. Более сотни лет назад они исчезли, были забыты и считались потерянными для мира. Сегодня они вновь стали частью истории, но в совершенно новой роли. После длительного периода адаптации к быстротечному 21 веку пассажиры начали постепенно обживаться в современной Италии. Большинство из путешественников, оказавшись перед лицом нового мира, решили остаться в маленьком городке, который стал для них спасением и новым домом. Поначалу их жизнь была заполнена трудностями, но благодаря поддержке местных жителей они смогли адаптироваться к неизвестной им реальности. Пассажиры сталкивались с различными вызовами, от обучения современным технологиям до изучения культурных изменений, произошедших за более чем столетие. Но время и терпение помогли им преодолеть эти трудности и найти свое место в изменившемся мире. Некоторые пассажиры настолько заинтересовались новым миром, что начали активно участвовать в жизни сообщества, где оказались. Они делились своими историями и воспоминаниями о прежних временах, а местные жители слушали их с открытым ртом. Эти рассказы стали частью устной традиции и были переданы поколениям, вдохновляя как местных жителей, так и туристов, приезжавших в город, чтобы услышать эти невероятные истории из первых уст. Пассажиры стали настоящими легендами в своем маленьком сообществе. Несмотря на внешнюю адаптацию, жизнь для некоторых пассажиров оставалась сложной. Они чувствовали себя на грани двух миров, прошлого и настоящего. Большинство из них старалось сохранить свою идентичность, следуя старым привычкам и традициям. Они продолжали носить одежду из своей эпохи на специальных мероприятиях и пытались сохранить элементы своей культуры, пусть даже в измененном виде. Это придавало им чувство принадлежности к чему-то большему, к своей истории и наследию. Некоторые из пассажиров решили воспользоваться возможностями, которые предоставил им новый мир. Например, один из них, умелый инженер, нашел работу в местной железнодорожной компании, где его знания и навыки применялись при реставрации старинных локомотивов. Другие, обладая отличной образовательной подготовкой, стали преподавать в местных школах, делясь уникальными взглядами на историю и развитие человечества. Их опыт и знания, накопленные в прошлом, стали ценным вкладом в их новое общество. Разумеется, не все путешественники смогли адаптироваться одинаково успешно. Для некоторых из них жизнь в совершенно новом мире оказалась слишком сложной, и они предпочли уединение и оставили попытки интегрироваться. Им была предоставлена поддержка социальных работников и психологов, которые помогали справиться с культурным шоком и обретением заново смысла жизни. Эти люди нашли утешение в общении с другими пассажирами, оказавшимися в похожей ситуации, и общие воспоминания помогли им справиться с непростой адаптацией. С течением времени наследие пассажиров поезда превратилось в символ стойкости и преданности своим корням. Их рассказы и опыт стали источником вдохновения для каждого, кто искал ответы на свои собственные жизненные вопросы. Исчезновение и последующее возвращение поезда стало частью фольклора, распространяясь по миру. История о людях, переживших более века в изоляции, будоражила умы и вселяла надежду на неизведанные возможности будущего. Наследие этих людей стало неотъемлемой частью местной культуры. Различные фестивали и мероприятия начали отмечать их путешествия и заветы, оставленные потомкам. Появились музеи и выставки, рассказывающие об их жизни и удивительном путешествии сквозь время. Эти мероприятия поддерживали не только интерес к истории, но и стимулировали развитие туризма в регионе, где когда-то появился таинственный поезд. Пассажиры, столкнувшиеся с такими испытаниями, в конце концов осознали, что их невероятное путешествие не только изменило их собственную жизнь, но и оказало заметное влияние на общество в целом. Их история продолжает вдохновлять людей на изучение новых горизонтов и поиск истины.
Прошедшее время и пережитые события только укрепили их решимость и желание делиться своим опытом. И они продолжали акцентировать внимание на том, что загадочные силы нашей Вселенной все еще могут таить множество сюрпризов. В заключение стоит отметить, что наследие пассажиров оставило глубокий след в сознании людей и научном сообществе. Их история привлекла внимание к теме временных аномалий и непознанных сил природы, породив новые исследования и направления в изучении времени и пространства. Пассажиры стали не только свидетелями удивительных явлений, но и символом надежды и веры в невероятные возможности, которые может предложить наша Вселенная.